Последние дни обвинение продолжает оглашать документы, так называемые доказательства по делу, которое представляет сторона обвинения. Но чем больше мы слушаем эти документы, тем больше мы убеждаемся в своей правоте, именно в том, что следствие пытается обычную работу компании, нефтедобывающей, которая продавала нефть, представить как организованную группу, которая занималась совершением преступлений. Мы слышим, как читают уставы организаций, протоколы общих собраний, на которых принимаются голосованием какие-то решения. Нам оглашаются заверенные документы, которые заверены нотариусами. Мы слушаем договоры, по которым нефть поставлялась, при этом давались таможенные разрешения на поставку нефти. Все это обвинение выдает за доказательство якобы вины наших подзащитных. Доказательств вины Лебедева Платона Леонидовича было представлено письмо, которое подписано не Лебедевым, оно наоборот направлено Лебедеву, где рассказывается о неких схемах, по которым можно было там какие-то проводить операции, но при этом прокурор оглашает этот документ, говорит о том, что эти схемы разрабатывались Лебедевым, что, в общем-то, абсолютно недопустимо, потому что мало того, что это письмо направлено Лебедеву, а не им подписано, кроме того, на нем не стояло опять никакой подписи вообще, то есть указана только фамилия лица, якобы его, который должен был подписать. И на этом письме имеется огромное количество исправлений, то есть зачеркнуты фразы, вставлены какие-то фразы. И вот это вот у нас такое доказательство по уголовному делу, доказательство вины Лебедева. Также обратил на себя такой факт, внимание, что было оглашено большое количество проектов неких договоров, в которых нет даты, нет подписи лиц, нет печати соответствующих организаций, даже не указано количество нефти, которое по этим проектам договоров поставляется. Но тем не менее обвинение считает это доказательством. Ну, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что настоящих доказательств вины наших подзащитных нет, и следствию приходится читать либо просто макулатуру, либо документы, которые свидетельствуют о законных действиях фирм, акционеров и так далее. Интересный факт произошел 4 июня в Преображенском суде, где защита Лебедева Платона Леонидовича обжалует действия начальника следственного изолятора господина Тагиева. С самого первого дня, когда мы посетили Платона Леонидовича, он попросил, чтобы мы приходили к нему на встречи с ноутбуками и с электронными носителями, в которых находятся материалы дела. Поскольку он сам активно участвует в своей защите, иметь в камере 188 томов уголовного дела он, очевидно, не может, поэтому ему было необходимо при встрече с нами пользоваться компьютером и смотреть материалы дела, которые у нас есть в электронном виде. Раньше действовал пункт 146 правил внутреннего распорядка, который говорил о том, что проносить технические средства в следственный изолятор можно только с разрешения начальника учреждения. Отменил действие этого правила. Теперь для того, чтобы пронести в следственный изолятор любое техническое средство, как то диктофон, телефон, фотоаппарат, а также компьютер, никакого разрешения у начальника спрашивать нельзя. Но такая у нас правоприменительная практика, что, естественно, это решение не исполняется, но постепенно оно стало исполняться, в том числе сотрудниками, которые находятся на входе в изоляторе «Матросская тишина», они знают об этом решении и, в принципе, с ноутбуком они пропускают. Но дальше господин Тагиев препятствует дальнейшему проходу с ноутбуком уже в следственные кабинеты, и по этому поводу нами была подана жалоба в Преображенский суд. На первое заседание пришел юрист от следственного изолятора, которая сказала, что она не успела написать возражение на наше заявление, поэтому просит перенести на другую дату и уточнить наши требования. Ну, я сказала, что наши требования абсолютно простые. Нам нужно, чтобы господин Тагиев не препятствовал нам в проходе к нашему подзащитному с ноутбуками. Она сказала, что она все поняла, и на следующее судебное заседание представитель следственного изолятора не явился. Когда уже началось судебное заседание, судья была извещена о том, что в суд поступил факс от следственного изолятора. Принесли этот факс, в факсе было написано, что господин Тагиев лично, факс был за его личной подписью,
просят перенести судебное заседание в связи с тем, что юрист следственного изолятора находится в отпуске по семейным обстоятельствам, а другого юриста, который может представлять следственный изолятор, у них нет. Это говорит о том, что пытается таким образом затянуть рассмотрение, потому что, видимо, он понимает, что суд должен принять решение в нашу пользу. И такими уловками он пытается затянуть рассмотрение, чтобы препятствовать нам в проходе господину Лебедеву с средствами, которые нам необходимы для работы с ним. Таким образом нарушается право на защиту Лебедева, и нам препятствует выполнение квалифицированной юридической помощи нашему подзащитному.